Сара была красивой 23-летней девушкой, которая недавно переехала в Сидней, Австралия. Благодаря влиянию семьи у нее появился шанс начать новую жизнь в городе, который сильно отличался от того места, где она жила раньше. Все было для нее в новинку. Люди, природные ландшафты, оживленные улицы. На те скромные деньги, которые дали ей родители, Сара сняла квартиру в жилом комплексе недалеко от леса, поскольку это место напоминало ей дом. Однажды ее новый друг Райли рассказал ей, что только что нашел змею, прячущуюся в его шкафу, и не знал, что делать. К счастью для Райли, он обратился к самому подходящему для этой работы человеку. Сара с радостью предложила помочь Райли избавиться от змей. Райли предупредил ее, что змея может быть ядовитой, и ей стоит действовать осторожно. Сара уверенно кивнула и заверила его, что знает, как с этим справиться, поскольку у нее был опыт обращения со змеями на родине. Они пришли в квартиру Райли, и Сара быстро схватила змею. Райли был поражен, насколько спокойно Сара обращалась с этим диким животным. Сара взяла змею и отнесла в лес, чтобы выпустить ее на волю. Райли заплатил ей за работу. Это был ее первый заработок с приезда в Сидней. Она позвонила домой, чтобы рассказать родителям, и они поздравили ее с тем, что она начала налаживать жизнь в новом месте. По телефону ее отец сказал: «Я так горжусь тобой, дорогая. Твоя жизнь действительно налаживается. Помни, где ты была всего несколько месяцев назад. Будь благодарна, что ты больше не там». Отец Сары был прав. Всего несколько месяцев назад Сара жила со своим мужем недалеко от долины Кангару, того места, где она выросла. Ее отец владел там раньше, а также был единственным в городе ловцом змей. С детства отец брал Сару с собой ловить змей, когда люди звонили ему избавить их дома или бизнес от нежданных гостей. Со временем Сара привыкла к змеям и стала очень искусно обращаться с ними. Она много знала о змеях и совсем не боялась их. Работая единственной в округе женщиной ловцом змей, Сара привлекала к себе много внимания и вскоре стала широко известна своим талантом. Однажды Саре позвонили из одной из гостиниц в их городе. Прямо под кустом возле теннисного корта обнаружилась большая черная змея. Сара приехала со своим снаряжением, которое состояло из большой коричневой сумки и змеиных клещей. К большому облегчению отдыхающих, молодая ловчиха змей смогла быстрыми движениями извлечь змею. Все гости, которые разбежались и наблюдали издалека, зааплодировали Саре. Они были впечатлены ее мастерством. Один из гостей, очень красивый мужчина, был особенно заинтригован прекрасной ловчихой змей. Он подошел к Саре и представился как Али, а затем элегантно пригласил ее на свидание, чтобы выразить свою благодарность за помощь. Он, казалось, был заинтересован не столько в ее профессии, сколько в самой Саре, ее красоте и обаянии. Сара никогда раньше не встречалась с мужчинами и легко поддалась чарам этого таинственного красавца. Они начали встречаться. По мере того, как Сара лучше узнавала Али, выяснилось, что он из очень успешной и знаменитой семьи. Хотя Сара была простой девушкой, выросшей на ферме, она ценила дорогие подарки и роскошный образ жизни, который обеспечивал ей Аля. Несмотря на перемены в личной жизни, Сара оставалась верна себе и продолжала заниматься любимым делом — ловлей змей. Хотя Аля считал это немного странным, он старался принять ее увлечение и не давать ему влиять на их отношения. Аля пообещал Саре и ее семье, что теперь, когда он рядом, им не о чем беспокоиться. Однако это оказалось неправдой. Когда Сара и Али поженились, их отношения, к несчастью, сильно ухудшились. Али начал требовать, чтобы Сара прекратила работать со змеями, говоря, что это не то, чем занимаются люди их круга, и что это наносит ущерб репутации его семьи. Домашняя змея Сары, которую та взяла с собой, переехав к Али, не взлюбила его и шипела на него каждый раз, когда он был рядом. Хотя Сара хотела сохранить брак, она также не хотела жертвовать любимым занятием. Однажды Али пригрозил ей, что если она не избавится от змей, то пожалеет об этом. Сара испугалась этой стороны Али, которую раньше не видела. После свадьбы его истинный характер начал проявляться, у него были сильные приступы гнева, которые со временем только усугублялись.
Однажды ночью сильно пьяный Али вернулся домой и начал ругать Сару, обвиняя ее в провале своего бизнеса и в том, что ее увлечение змеями позорит репутацию его семьи. Сара попыталась сбежать вместе со своей домашней змеей, но Али поймал ее и ударил. После этого инцидента Али стал часто проявлять агрессию по отношению к Саре. Она была опустошена и боялась за свою жизнь, поскольку напряжение между ними нарастало. Али чувствовал, что Сара хочет сбежать от него. Он хотел полностью контролировать ее, и если это было невозможно, готов был пойти на крайние меры. Однажды Али заметил в сумочке Сары авиабилет и решил, что это станет последней каплей. После очередной громкой ссоры, находясь в пьяном угаре, Али сказал: «Знаешь что, я устал от этого. Я не буду умолять тебя остаться. Убирайся и забирай эту гадину с собой». В ту же ночь Сара села на самолет в Сидней и больше не оглядывалась. В последующие месяцы Сара продолжала налаживать жизнь в новом городе, любуясь местной природой и заводя новых друзей. Она часто рассказывала им истории о своих навыках ловли змей и о домашней змее. Друзья были поражены ее талантами. Сара даже начала работать волонтером в местном приюте для животных, чтобы получить больше опыта в обращении с разными видами животных. К несчастью, однажды произошла трагедия. Друг Сары Райли получил звонок от ее домовладельца. Сару нашли мертвой в квартире. Причина смерти была неизвестна. Друзья и семья были опустошены известием о внезапной кончине такой яркой и талантливой девушки. Ее домашняя змея была найдена невредимой, но никаких признаков насильственной смерти или взлома в квартире обнаружено не было. Казалось, Сара просто неожиданно скончалась. На похороны пришел Али, который юридически все еще был ее мужем, и обвинил в смерти Сары змею, сказав, что та укусила ее и убила своим ядом. Родители Сары были опустошены потерей дочери, но нашли трудным поверить, что ее любимая змея могла стать причиной смерти. Они пришли на похороны вместе со всеми, но увидели там последнее, чего могли ожидать. Когда они опустили тело Сары в могилу и начали засыпать землей, вдруг появилась ее домашняя змея. Отец Сары, зная, как змея была привязана к ней, разрешил животному проститься с хозяйкой. Змея обвелась вокруг ее руки. Али, стоявший рядом, воскликнул: «Уберите от нее эту мерзкую тварь!» Друзья и семья Сары заметили кое-что странное в поведении ее любимой змей. Обычно спокойное животное вело себя возбужденно и даже агрессивно, особенно по отношению к Али. Некоторые из присутствующих не могли не задаться вопросом, не является ли такое поведение змей признаком каких-то скрытых подозрений или тревоги, порождая догадки о том, что же на самом деле произошло с Сарой. Но никто не решался прикоснуться к змею. Отец Сары, который не боялся змей, любопытствуя, почему животное ведет себя так странно, дотронулся до руки дочери и с удивлением почувствовал, что она все еще теплая. Он быстро снял с Сары землю и вытащил ее из могилы. «Доченька, ты здесь? Ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи что-нибудь», — взмолился он. И произошло нечто настолько же невероятное, насколько ужасающее. Сара вдруг сделала глубокий вдох и ожила. Оказалось, что все это время она была жива. Все ахнули от удивления и счастья, а Али в ужасе сбежал. Сара поехала домой к родителям, чтобы поправиться. В последующие недели полиция продолжила расследование. Они допросили всех знакомых Сары, включая ее мужа, которого им удалось задержать. Хотя поначалу он был готов сотрудничать, его показания стали распадаться под пристальным вниманием, а когда пришли результаты экспертиз, стало ясно, что Али все это время преследовал Сару. Он пробрался в ее квартиру, сказав домовладельцу, что является ее мужем, и попытался отравить ее. Присяжные признали мужа виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению за попытку убийства Сары. Вы можете себе представить, что ваш домашний питомец змея спас вам жизнь.
Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.